Genitive plural is actually very easy. Look. Okay. Книга, книг. Конфета, конфет. Try by yourself. Кошка, Кашк. кошек. Кошек. Угу. Okay. Конфетка, Конфетек. конфеток. Ага. Конфет. Булка, Булок. булок. Да. Булок. Девочка, Девочок. девочек. Of course. But you will see it's actually really easy if you're Russian. Друзья, всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал о русском языке Sound Like a Russian. Вы, наверное, уже заметили по моему каналу, что очень многие темы находятся на стыке фонетики и грамматики русского языка. Если вы понимаете фонетику, вам легче понять грамматику. Если вы понимаете грамматику, вам чуть легче понять фонетику. Сегодняшняя тема одна из таких. Я хочу с вами поговорить о беглых гласных. Такие гласные называют беглыми, да, как будто они бегут куда-то, потому что они появляются не во всех формах слова. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим конкретно о словах женского рода или мужского рода на а-я, или среднего рода на о-е, и об их форме родительного падежа множественного числа. В самом начале видео, в примерах, я это показала. Да? Это формы книга, книг, например, девочка, девочек. Видите, в некоторых словах появляется дополнительный звук. Когда студентам объясняют грамматику русского языка и когда с ними начинают изучать родительный падеж множественного числа, обычно ограничиваются таким объяснением. Дорогой студент, если ты видишь два согласных вместе, тебе их нужно разделить. Студент говорит: окей, понял, вроде все просто. Но потом он встречается с такой проблемой. Непонятно, какой гласный ставить. Где мы ставим «о», а когда мы ставим «е». Вот мы говорим «девочек», но «булок», там будет «о». Почему так? Ну, такое обычное стандартное правило, которое можно увидеть в любом учебнике по русскому языку, гласит о том, что почти всегда вам нужен беглый гласный «о». И из этого правила есть список исключений. Например, если вы разделяете согласные щек, жк там, и так далее, тогда вам понадобится гласный е. Но дело в том, что вот таких исключений из этого правила, слишком много, огромное количество. И просто, невозможно развивать свой русский язык, доводить его до уровня B1, B2 и так далее, мысля в рамках вот этого узкого маленького правила. Я вам предлагаю посмотреть на проблему беглых гласных в русском языке немножко шире и чуть-чуть под другим углом, с точки зрения фонетики русского языка. Я предлагаю вам заметить кое-какие вещи. Так вот, смотрите, замечание номер 1. Если в форме именительного падежа единственного числа в слове женского рода или мужского рода на а-я или среднего рода на о-е, перед этим окончанием вы видите два согласных, и один из этих согласных – это заднеязычный согласный, то есть согласный, который создается, который продуцируется, который делается в задней части речевого аппарата у нас, а это согласные к, х, г, к, г, х, тогда вам нужно разъединить эти два согласных
И удобнее всего вам будет произнести гласный О между ними. Вот попробуйте, не ленитесь, повторите сейчас за мной К, Г, Х. Обратите внимание, где находится ваш язык и какие мышцы напрягаются. И после К, Г, Х произнесите О. Ко, Го, Хо. Ок, Ог, Ох. Это вполне удобно, да? Язык как будто бы очень мало двигается, потому что когда вы произносите звук О, ваш язык тоже находится на самом деле где-то сзади в вашем речевом аппарате. И так просто удобнее. Отсюда у нас вот такие примеры. Булка, булок, куртка, курток. И даже если согласный К стоит не на втором месте, а на первом, будет то же самое. Окно, окон. Кухня, кухонь. Тут уже согласный Х. Кухня, кухонь. Волокно, волокон. То есть я хочу, чтобы вы поняли эту логику, почему так происходит. Для речевого аппарата русского человека тяжело сразу после заднеязычного согласного К, Г, Х произнести какой-нибудь переднеязычный Н, например. Поэтому нам нужен какой-то гласный, который вот встанет между, будет таким переходным гласным. И в данном случае гласный О более удобен, чем Е. И это переднеязычный звук. И именно этот переднеязычный гласный нам будет нужен, когда вы видите в слове сочетание двух согласных шк, жк, щк, чк, цк и краткий к, йк и мягкий знак к. Ну, хотя мягкий знак это не согласный, но тем не менее на месте и краткого, и мягкого знака будет тоже беглый гласный. И это будет беглый гласный Е. Например, ложка, ложек, кошка, кошек, девочка, девочек, лейка, леек. Обратите внимание, да, мы и краткий заменяем беглым гласным Е. То же самое происходит и с мягким знаком. Например, в слове деньги, деньги, денег. Хотя у слова деньги нету формы единственного числа, но это слово тоже хорошо подходит под это правило. Деньги, на мягкий знак Г, мягкий знак мы заменяем на Е. Денег. Но все-таки есть одно исключение, о котором я скажу здесь. Это слово кишка. Потому что в родительном падеже множественного числа вам нужно будет сказать кишок. Не знаю, в каком контексте в ближайшее время вам пригодится это слово, но на всякий случай все-таки нужно будет его упомянуть. Кишка, кишок, мы скажем. Если в слове присутствует любое другое сочетание согласных, тогда вам поможет беглый гласный Е. Например, полотенце, полотенец. Кольцо, колец, сердце, сердец, овца, овец. Вот из такого ряда слов, в которых второй согласный ц, есть одно исключение. Это слово солнце. В родительном падеже множественного числа будет форма солнц. Опять же, с трудом могу себе представить контекст, в котором вы употребите именно эту форму, но тем не менее. Солнц. Там не будет никакого беглого гласного. Давайте еще примерчики. Деревня, деревень. Бревно, бревен. Песня, песен. Кресло, кресел. Письмо, писем. Сосна, сосен. Да, и здесь все-таки придется мне сказать про слова, которые как-то не вписываются в эти правила. Это, например, слово каста, норма. Вот эти вот сочетания звуков рм, рл, рн не будут требовать беглого гласного. Вы скажете норма, норм, каста, каст, фирма, фирм, почта, почт. В этот же список отнесу слова ведьма, ведьм, просьба, просьб. Там тоже не будет беглого гласного.
В комментариях к этому видео можете подкинуть еще примеры вот подобных слов, ваши наблюдения, ваши мысли, почему вот в этом случае нам нужен беглый гласный, а в этом случае нам не нужен беглый гласный. И это все я предлагаю вам сделать для того, чтобы обращать внимание на детали русского языка, обращать внимание на тонкости и таким образом развивать свою языковую интуицию. Наблюдать за такими деталями не всегда просто, и иногда наблюдения и гипотезы ведут к ошибкам, но на ошибках мы учимся, ошибаться мы не боимся. Если вам понравилось это видео или у вас остались какие-то вопросы, а я думаю, что они должны были остаться, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите в комментариях, порассуждаем с вами вместе. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Напоминаю вам о том, что у меня есть Patreon, страничка на Патреоне, это такой сайт, где вы можете стать патроном и поддерживать мой канал. Удачи вам в изучении русского языка, обращайте внимание на детали, но не бойтесь больше говорить, потому что чем больше вы говорите, тем ближе вы к тому, чтобы sound like a Russian. Ну все, увидимся в следующем видео, пока-пока.